Всем привет! Сегодня поговорим об одной интересной программке, которая позволяет нам снимать вот такие замечательные кадры. В одном из видео я вам рассказывал, что жанр машинима на данный момент не на самом подъеме, поэтому подобные программы существуют в основном для старых версий World of Warcraft. Поэтому выберем самую популярную версию – Гнев Короля Лича. Несмотря на то, что дополнению уже больше 10 лет, тем не менее игроков на этих серверах вполне достаточно, и поснимать найдется что. Итак, вы решили заняться творчеством и снять красивую машиниму, запечатлеть свои PvP-достижения или просто захотелось поэкспериментировать. И поможет вам в этом программа WoW Machinima Tool. Позже я приложу ссылку, где скачать. Честно говоря, я сам не помню, на каких лохматых форумах я ее откопал, поэтому не буду отправлять вас в поиски и выложу свою версию. Возможности Machinima Tool воистину безграничны. Кроме красивых наездов, ракурсов, мы можем менять время суток, облака, текстуры, залезать в такие места, куда обычный игрок залезть не сможет. Разумеется, речь идет о визуальных возможностях. Сразу предупрежу, использовать ее на приватных проектах можно, но я не обещаю вам, что вас за это не накажут, поскольку не особо честные игроки могут использовать программу совсем не в творческих целях. Начнем с запуска. Запускать ее нужно с правами администратора, иначе она отказывается работать. При запущенном открытом клиенте. Если клиент закрыть, то и программу придется запускать заново. Перед нашими глазами появляется вот такое вот окно интерфейса, которое мы сейчас подробно рассмотрим. Я не буду касаться всех функций, а затрону самые важные. Toggle Spectate Mode – режим, который нас переводит в режим камеры. Наш персонаж визуально пропадает из кадра, и мы можем направлять камеру как нам угодно. Единственный нюанс — это то, что персонаж из кадра пропадает, но тень его все еще видна. Поэтому при съемках желательно его куда-нибудь поставить в сторонку, чтобы не портил кадр. Ниже идет настройка скорости перемещения камеры. Можно быстро, можно медленно. Далее кнопка перевода камеры в тот режим, в котором она не цепляется за препятствия. Такой режим очень помогает, когда вы снимаете в помещениях, где куча всяких текстур, перекрытий, и камера попросту может застрять в потолке. Этот режим проблему уберет. Ну и собственно этот же режим позволит вам заглянуть в те места, в которые вы сами попасть не сможете. Эти две кнопки отвечают за захват цели, когда съемка будет вестись, постоянно держа в фокусе текущий объект. Никогда этими функциями не пользовался, но вдруг кому-то захочется. Эти функции отвечают за смену оси вращения камеры. Если у вас какая-то сложная сцена, возможно, эти кнопки помогут. Далее переходим во второе окно. Оно практически полностью отвечает за визуализацию всей картинки. Отключает детали ландшафта, траву, деревья, воду и прочее. Все то лишнее, чего бы нам не хотелось, чтобы попало в кадр. Вот эта кнопочка интересная, погружает нас в матрицу. Мы можем видеть 3D структуру моделек. Необычный эффект, не знаю, для кого-то он может понадобиться. Возможно, если вам интересно посмотреть детально, из чего состоит объект в игре. Центральная панель отвечает за небо и структуру палитры. Мы можем выбрать любой вид неба, который мы считаем лучше подойдет для нашей сцены, и снять необычный кадр. Ну и одна из важных кнопок — выбор времени сервера. Возможно, вам для сцены необходимо дневное время суток, а вот съемки вы ведете ночью, ну и по сценарию ваше видео не будет соответствовать общей картинке. Поэтому тут ставим нужное время, и если хотите, скорость смены времени суток. Далее нам предлагается палитра цветов.
Мы можем сами раскрасить WoW как нам нужно, изменить положение солнца, оттенки света, многое другое. Ну и вот самая интересная функция, ради которой, собственно, и нужна эта программа. Программируемая съемка. Предварительно выбрав режим съемки свободной камеры, вот тут, мы начинаем закреплять координаты камеры, где она будет перемещаться по нашему сценарию. Передвигаем камеру в нужный ракурс, закрепляем ключ и передвигаем дальше, пока не выстроится нужный маршрут. Проверяем, что получилось, и подправляем ключи, или выстраиваем другой маршрут. Иногда камера цепляет текстуры, проезжает под землей, через деревья. И вот чтобы выстроить красивый маршрут, придется помучиться. Но результат должен порадовать. Ну и последнее окно дает нам возможность поиграться с визуальными эффектами. Создать эффект призрачных земель или мира духов. Тут на выбор представлено большинство эффектов, которые мы когда-то встречали в игре. Вот так вот. Надеюсь, это видео было для вас полезное. Не забывайте подписываться на канал, заглядывайте на основной канал, в группу ВКонтакте, на Twitch. Секунду, извините. Алло? Да? Куда пропали записи стримов? Да никуда. Да, чтоб не захламлять канал, они скрыты по ссылке. Посмотреть? Конечно же можно. Все можно найти в Дискорде. Да, заходи в Дискорд, и все, что когда-то было на канале, там сохранено. Да не за что. Удачи. Все, ребят, всем пока. До встречи.